Да послушай же, послушай. Я буду тебя ждать. Эй, посмотрите туда! Чё там? О, но я тоже задал вопрос. Ваше счастье, что вы до сих пор не получили уведомление о вашей остановке. Это разрыв башки, честно говоря. 4-й уровень секретности, нулевые временные координаты, смерть абсолютно всех друзей и понимание. Наша ветка зародилась в Архее, том мире и том месте, где когда-то давно мы дрались с Невером. Друзья, если вы все еще не поняли, моя догадка. Лолошка, которым мы управляем все это время, все эти серии, это тоже некогда созданное ответвление. Ответвление, как, например, убийство или не убийство Вальдхара. Я просто в шоке. Все это время я управляю не изначальным Лолошкой. Но кто ты такой, черт возьми? Разбираемся дальше, и всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы — жалкое ответвление. Да, расскажу поподробнее. Вспомним момент убийства и не убийства Вальдхара. В тот самый момент, когда я не убил, родилась новая ветка, новый Лолошка, Вальдхар и многое-многое другое. Но, как оказалось, наша Лолошка, которым мы управляем, это тоже некогда созданная ветка. Представьте линию. От нее ответвление, от этой другое ответвление, потом другое, и получаем нечто похожее на древо. Понимаете, все это время мы думали, что управляем Лолошкой, которой самое главное — вот эта линия. Но по сути мы лишь частичка другой истории. Но, вопрос, почему организация выбрала именно меня? Именно эту версию Лолошки? Неужели другие Лолошки не подходят, как говорит Луиза, для уверенности в нашем сотрудничестве? Каком, черт возьми, сотрудничестве? О, и кстати, друзья, пока не забыл, я вынужден напомнить. Мы также узнали, что Джон, Джодах и Акетра все-таки погибли. Погибли от конца времени, и единственный, кто остался хоть какой-то более-менее живой частичкой, это GDH. Увы, утку Акетру я не нашел, уверен, такая бы находилась, но зато я нашел Джодаха. 1000 уток в моей голове говорят кря. А также я нашел Невера. И за мой огород. Покойтесь с миром, друзья. Что ж, прямо сейчас нам нужно... Черт, Джон. Интересно, правильно ли я поступил, что не стал смотреть? Нет, конечно, точно правильно, потому что Джон попросил. Хоть мне и нужны ответы, но мне нужны другие ответы на настоящие вопросы. А то, что мои друзья, скорее всего, стерты вместе с веткой или убиты организацией, это не то, что я хочу знать. Я хочу знать, почему. А на это может ответить только одно существо. Мне срочно нужно узнать больше про пансионат и как туда попасть. О, да, справедливо. Пансионат, генеральный директор и еще понять, как выбраться из поезда. Он же у нас типа непробиваемый. Кстати, интересный факт. Мне в начале серии автоматически из сундука выдалась кровь Ноктира. И, смотрите, я все что угодно могу выкинуть, а кровь Ноктира даже не нажимается. Такое ощущение, что понадобится. Окей. Я пришел в сад, чтобы немножечко помутузить коллекции. Здрасте. О, и наконец-то хватает на коллекцию. Соединяем, и это, по-моему, та самая коллекция, которая для меня самая-самая крутая. Споры. Чё? 3 опыта. Окей, спасибо. Гербалист, обменяться. Вот это, да? Во, очко генома. Добавляет 1 очко перков, дает 10 000 опыта. Купить. Спасибо. И у меня 133 000 опыта. Офигеть. Ощущение, что куда-то надо уже вложить. Может быть, живучесть? Меня убивают на всяких аренах. Наверное... Да, давай-ка сделаем это. Бам. Очко генома, 53 000 опыта минус. Не, на самом деле круто, что начали писать, сколько минус. А еще я узнал, что, оказывается, дабы начать, нужно лечь спать. О, спокойной ночи, Лолошка. Так. Не нравятся мне эти звуки, честно. О, понятно. Так. Какие-то прям страшные звуки, честно говоря. О! Что? Тадмавриэль? Ладно.
Это странный кошмар, но все-таки... Здравствуйте. Ой. Ну да, это точно сон. 100% и никак иначе. О, это как могло бы быть? Чего? Что это было? Встать. Черт. О, так бляха. Вот почему маска эмиссар. Тадмавриэль хотел уйти в другую реальность, да? Но он вроде говорил о своей ветке. Хотя, ладно. Скорее всего, это просто кошмар, и искать совпадение не надо. А что надо, так это хорошенько поесть. Ух, это правда, какой ты голодный. Давай срочно, ам-ням-ням. Вкусненько, вкусненько. Только консервы заканчиваются, ложка, давай. Вот, молодец. Все, насытились. Можно, конечно, еще что-то найти. Вот, смотрите, кровь Ноктира, ее здесь больше нет. Она была в сундуке. Консервированные супы остались. Давай, еще хочешь? Не хочешь, молодец. Не, ну кошмар так-то лютый. Ой, кстати, да. Маска Играсселя поднять. Поднять очки. Думаю, многие заметили, что в момент, когда ложка спал, появился эффект искры. Хотя, казалось бы, искра-то заморожена. Мне кажется, нам таким образом показывают, что искра у ложки настолько сильна, что пробивается даже через вот эту заморозку. Хотя это уже давно очевидно. Мы можем реверты использовать. Короче, выходим. И давай-ка попробуем зайти к Малецке. Привет. Нельзя, понятно. В вагоне отдыха никого интересного нет, поэтому тоже уходим. Опа! Эй, Ло, здорово! Иди сюда! Привет, Кацпер. Садись, садись, наверняка голодный. Нет, спасибо, я как раз поел. Да не отказывайся, у меня тут котлетки. С макаронами? Не, с пюрешкой, Лолошка. Звучит соблазнительно, но я правда поел уже. Тем более мне нужно поговорить с тобой. О нашем отпуске, да? Хорошо, конечно. Тогда давай у меня через пару метров. Я хотя бы доем. У меня как раз есть новая информация. Понял. Все-таки да, Малецкий мне нужен, как знал. А хочу я, наверное, еще с Дерека увидеть. Я не могу зайти. Блин. Ну ладно. Алан, у меня еда заканчивается, привет. Попросить. Конечно, Лолошка. Сейчас. Привет еще раз. Вот, держи. Взять еду. Спасибо. Это у нас фермерский салат. 3,5 сытости. Спасибки. Давай сразу скажи, сколько у тебя стоит самая-самая дорогая пища. Буйволиный окорок, сырный бутерброд. 80, 100, 160, 150. Нашел. Паста из мотыльков. Но я помню, что это блюдо для задания, а вот самое-самое дорогое это баранина с кукурузой. То, что можно именно покушать. Покупаем и проверяем. 4 сытости. Ну, чисто теоретически просить все еще выгодней, да? Так, ладно, Малецкий, ты пока кушай, а у меня перемещение, вагон для тренировок. Погнали! Здрасте. Нет, я не хочу сейчас тренироваться, я хочу заработать деньги. А самый нормальный способ заработать деньги это Эрик. Здорово, Эрик. Поболтаем? Лолошка, Да-да-да, все, тихо, согласиться. Да, я... Заткнись, спарринг. Все, я молодец. Ты молодец. Заткнись. Ладно, пока. 1500 синкоинов. Ну так и быть, быстрая тренировочка, сделали. 2500 опыта получили, до свидания. О, кровать Малецки, залезть. И сейчас мы узнаем, он сказал, какая-то информация у него, да? Так, вот. Давай смотреть, что я нашел про пансионат Синклита. Про пансионат? Итак, нашел две вещи. Одну многокилометровую синклитовскую легенду и одну памятку по выходу на пенсию. С чего начнем? Ух ты, нифига. Ну, с памятки, наверное, не так интересно. Давай легенда. О, прекрасный выбор, Ло. Очень жуткая штука, легенда эта. Сейчас тебе копию тогда скину. Давай. Хотя, знаешь, я тут подумал... Что? Что подумал? Может быть, ты это... вслух почитаешь? Что? Ну, ладно, почему бы и нет? Ну вот, на тогда, с моего почитай. Прям как маленький ребенок. Легенда Синклита читать вслух, давай. Синклит. Рай или ад? Интересно.
На самом деле, ни то, ни другое не относится к Синклиту. И рай, и ад находятся за его пределами, внутри замкнутого круга бесконечной временной петли, формируемой самим Синклитом, Левиафаном Безвременья. Ого. Да, это интересно. Никогда не задумывались, где находится Синклит? Конечно, нет. Но давайте подумаем вместе. Находится эта адская машина нигде. Да, именно нигде. Потому что здесь нет ни времени, ни пространства. Это будто насмешка над мирозданием, где никакие из сил не действуют. Только те, что работают благодаря движению поезда. Казалось бы, куда хуже. Но нет, друзья мои, здесь мы подходим к самому сокровенному. Синклит — это чистилище для заблудших душ. Душ, утративших предназначение в мире живых. Вау. Ну, это, Давно мертвые для всей вселенной, живые трупы неустанно продолжают жатву в угоду мрачным богам Синклита. Но для чего все это? Для того, друзья мои, чтобы определить конечную точку назначения этих самых душ. А их всего две. Так, пока непонятно. Типа рай и ад? Про это? Рай, да-да, самый настоящий рай, где есть все, что душе угодно. Вагон с развлечениями покажется самой жуткой пыткой в сравнении с тем, что предлагает пансионат. О, вот оно, про пансионат. Эй, Каспар, ну ты дай мне прочитать. Ладно, прости, продолжай. Так, сейчас. Но есть и вторая точка. Вторая дверь. Там даже самое жестокое задание отдела исполнения решений покажется детской игрой. Так что же? Как туда попадают? О, какая интересная легенда. Синклитовские боги, воспевающие только покорность и преданность, даруют вечное блаженство только тем, кто отдал им все. Время, жизнь, память, семью, иногда любовь и иногда волю. Волю. И при этом не жаловался, не задавал вопросов и исправно ставил галочки в отчетах, даже когда не понимал, что именно проверяешь. Вот таких в какой-то момент и провожают с легкой улыбкой, мол, заслужил. И что же там ожидает исправных сотрудников? Шутка, друзья, да и только. Но шутка хорошая, добрая, если так можно выразиться. Там, говорят, светло, тихо, белые стены и бесконечные блаженства. Кресло с подогревом, коктейль, который никогда не кончится, и отчеты, которые уже автоматически заполнены. Все идеально. Даже совещание проходит только с тобой самим. И ты всегда прав. Ну просто мечта. И даже тут особый ритуал именно такой, о котором слышали многие. Неважно откуда вы, кто вы, истории всегда одни и те же. Проводник ведет вас в посмертие за руку. Именно так и происходит здесь. Что же касаемо второй точки? О, второй путь куда более популярный. Да? Даже так? Это путь искупления грехов. Путь наказаний. Путь для тех, кто посмел пойти против старых богов Синклита. Для тех, кто посмел думать, посмел противиться, посмел задать вопросы, посмел быть умнее, чем можно. А что же там в аду? Никто не знает. Возможно, там ты становишься штурмовиком, и твои единственные выжившие семья, близкие, друзья. Или, может быть, тебе постоянно
возвращают отчеты на перезаполнение. И что самое ужасное, так это то, что в аду заканчивают свой путь большинство существ Синклита. Ах, как печально, что нет такой статистики. Так вот, заблудшая душа, что читает это. Не гневи богов Синклита, неси свою службу покорно, и Тогда будет тебе даровано блаженство. Ну, вот как-то так, Малецкий. Офигеть. Круто, а? Слушай, даже не знаю, честно. А разве подобное не должно быть запрещено в Синклите? Ну, вообще, будто бы да. Но будто бы и нет. Почему это? Ну, потому что все знают это, что здесь написано, оно, конечно, организацию не красит, но будто бы за чистую монету это сложно принять. Написанное слегка Ну, как будто кто-то с мозгами на бекрень писал, вот что я имею в виду. Ну да, и то верно. Хотя, знаешь, если так задуматься, то подвалы и пансионат — это действительно что-то в духе рая и ада. Ну да, так оно и есть. Для отвязанных безвременных существ. Правда, знаешь, мне кажется, называть Синклит чистилищем, а директоров богами — это как будто перебор. Хотя, если бы я сам их не видел, то, может быть, и поверил бы. Короче, давай я теперь памятку прочитаю. О, точно, у нас же не только легенда. Памятка, наверное, это что-то поважнее. Итак. Спустя 1000 нудных километров. Ну да, поважнее. В итоге так, если... Во! Наконец-то нужная ложка. Вот, смотри. Проследуйте за кондуктором на выход, предварительно сдав ему личные вещи и ваш персональный планшет. Дальнейшие инструкции вы получите уже от сотрудников станции. Приятного вечного отдыха. О как. И что же это значит? Ну, я... Да нет, правда. Мы же вообще ничего полезного не узнали. Ну, а вот и нет. Мы узнали, что кондуктор сопровождает тех, кто уходит на пенсию. А, понял. Проводник в рай. И... Ой, Ты чего? Мы будем кондуктора искать? Да нет, конечно. Мы просто найдем того, кто в ближайшие метры уходит на пенсию. И просто пойдем за ним. Чё сложного-то? В плане... А разве они не телепортируются на выход? Да нет, конечно. Ты чё, меня не слушал? Планшеты, личные вещи сдаются кондуктору сразу. Поэтому, скорее всего, они идут. О, Малецкий, это гениально! Ну так... Не зря я начальник, Ло. Окей, ладно. А как мы узнаем, кто сейчас выходит на пенсию? Ну, так. А вот сейчас как раз и узнаем. Мне тут письмо из отдела учета пришло, кажется. От агента Браун, не иначе. Так, погоди, а агент Браун... Ренуа де Сандер. Этический отдел. Пенсия всего лишь через 33 метра. О, всего 33? Так, только погоди, а кто такой Браун? А, я вспомнил, это Аса Браун. Та самая, которая отвязала Малецкий. Ладно, продолжай. А что продолжать-то? Ну так, нам, получается, поторопиться нужно? А, ну, да, получается, нужно. Все? Тогда, сейчас. Подойди ко мне. Что такое? Все, доступ тебе выдал. Идем. И куда же нас в итоге? О. Вау. С размахом, конечно, этику изучают. И... Это что вообще за... Ё-моё, это что за вагон? Рен, было огромной честью работать с тобой. Очень жаль, что ты уходишь. Да не переживай, мы еще встретимся, Шон. Хорошо. Эй, Ренуа, хотел сказать, всегда с огромным уважением относился к вашим решениям. Благодарю. Вы — подлинная жемчужина отдела этики. Благодаря вам столько всего стало понятно. Ну, да, я еще раз благодарен вам, Чипен. Нет! Что это? Не бросай меня, Ренни! Не бросай! Не уходи! Прошу! У нас же еще сотни тысяч километров впереди! Эй, ты чего? Ты же знаешь, родная моя, мы еще встретимся там. И не заметишь даже, как километры пролетят. Но я не хочу без тебя, Ренни! Да послушай, я буду тебя ждать. Эй, посмотрите туда! Чё-то
О! Чивактир? Какого черта? Мы давненько Ноксиров живых не видели. Селия, пожалуйста, встань за мной пришли. Что? Ой-ой-ой. Ренуа де Сандер? Да, это я. Планшет и личные вещи, пожалуйста. Все, что есть при себе. Да, да. А могу ли я попрощаться с коллегами? Конечно. У вас 5 метров. Итак, дорогие мои коллеги, этический отдел, столпы морального компаса Синклита. Для меня все эти километры рядом с вами, самыми высокоморальными существами вселенной, были радостью. Пришел метр моего прощания, но я говорю вам до свидания. Ведь мы с вами встретимся в пансионате, я уверен. Правосудие, праведность и правда были моими попутчиками на этом пути. Пусть же они будут и Что? Ой, чуть не успела. Да блин, не успела, а опоздала. Что ты несешь? О, нас увидела. Ренуа, иди ко мне. Приятного тебе отдыха на заслуженной пенсии. Да. Ой, а я тут подумала, я же ничего не нарушила своим появлением. Не, Луиза, конечно не, что вы. Я очень рад такой чести. Отлично. Тогда попрошу вас проследовать за кондуктором. Она нам подмигнула, зачем? Все остальные прошу вернуться к выполнению непосредственных рабочих задач. Зачем ты подмигнула? Ну, Ренуа, счастливого пути. Удачи! Вот так. Как это в итоге выглядит? Он отдает предметы, одежду не отдает. Это все? Да. Больше при мне нет личных вещей. Тогда попрошу за мной. Погоди, так, прежде чем мы продолжим, получается, Луиза, еще раз, она специально всех разогнала, чтобы дать нам втихую пройти за этими двумя? Ладно, короче, просто смотрим. Ну? Так, Ло, что-то я не понял. На нас реально всем плевать, кроме Луизы? Ну, похоже на то. Идем? Ну, идем. О, как же много у меня вопросов, пипец. Мы в итоге проследуем за ними, да? Посмотрим, что там. Угу, да, действительно. Пешкодрапом. Даже не на велике. Не на самокате, который, кстати, здесь, казалось бы, есть. Мы просто идем. Спокойненько через все вагоны. Это вагон... Нет, это не стационар. Эй, а что это за вагон, не подскажешь? Да блин, чтоб я знал, Ло. Доступа у меня сюда точно нет. Так что давай поторопимся, пока двери за ними не закрылись. Луиза. Это все разрешение от тебя, да? Ло, если чё, даже не спрашивай. Мы идем уже, наверное, метров 500, не меньше. Сколько? 500 метров это, по-моему, очень. Кстати, да. Знаешь, странно, что эти двое будто не видят нас. Да, вот я тоже об этом же. Да, странно или нет, Ло, это нам на руку. Побежали дальше. Капец. Это, знаете, похоже на какой-то локомотив. Типа мы уже приближаемся к самому последнему вагону. Ну, то есть, который... Да, это реально локомотив. Ренуа, через 3 метра двери откроются, и вам нужно будет сойти. На станции далее вас проинструктируют. Знаете, мне страшно, господин кондуктор. О, не волнуйтесь, Ренуа. Все уже позади. Дальше только бесконечное счастье. О, это правда? Конечно. Ух ты ж, блин.
Эй, Лоло, смотри, это же последний вагон. Буквально последний. Дальше нет дверей. А, то есть локомотив. Ты что-то громко, тихо. Нет, нет, Малецкий, успокойся, я уже все понял. Я не думаю, что они не знают, что мы здесь. Ло, ради... Итак, сейчас. А теперь вы. Итак, агенты Малецкий и Лолошка, что вы хотели? Если моя информация верна, каждому из вас до пенсии еще очень-очень далеко. Господин кондуктор, а почему вы все это время нас игнорировали? О, это обычная ситуация. Появляются желающие посмотреть, как оно там. Для этого существуем мы, кондукторы, чтобы не впускать тех, кому не положено. Не-не-не, вы чего? Мы ничего такого и не планировали. Просто хотели посмотреть. Планировали посмотреть, как выйти из поезда? Да, кондуктор. Нет, то есть... Блин, Ло! Смело, агент Лолошка, смело. Но, боюсь, я не могу позволить вам выйти. Можете даже не пытаться. Никому и ни на каком расстоянии это не удавалось. Прошу вас покинуть локомотив, агенты. Мне нужно работать. Ну вот, оно понятно, то есть получается... Я в целом так и думал, что... Я когда увидел Ноктира, я сразу понял, зачем мне нужна кровь. Напасть, уйти, дать кровь Ноктира. Ну хорошо, давай кровь Ноктира дам. Что он на это скажет, интересно? Он же, по идее, офигеет. Он должен офигеть. Как насчет вот этого? Агент Лолошка, это большая честь. Вы первый на моей памяти, кто чтит традиции Ноктиров. Не, в жопу, я уже ничего не понимаю. Если честно, я тоже ничего не понимаю. Но надо делать вид, что так и задумывал. Благо пронесло. Кровь Ноктира – одна из самых ценных материй в мультивселенной. Почти все Ноктиры во всех ветках, во все времена были истреблены именно из-за крови. Поэтому вернуть кровь павшего сородича другому Ноктиру считается священным ритуалом. Как вы смогли убить Ноктира, агент? Я отвечу. Он был нашей целью на первом задании Лолошки. Спасибо, что избавили моего брата от страданий. Он поглотил? Что? Что ты сделал? Так. Пожать руку. Блин, подожди! То есть, получается, это все было настолько заранее продумано? Он был нашей целью на первом задании Лолошки. А задание-то кто выдал? А ну-ка, задание. Автор задания Сильви Блямс. Ну то есть тут не написано Луиза де Саль. Координаты, информация о цели. Гусь! Нет, это не то задание. Потому что то самое задание мы выполнили еще до получения планшета. А его наверняка выдала Луиза де Саль. Это на самом деле очень круто, когда спустя десятки серий все эти цепочки постепенно складываются. Ладно, пожать руку на, вот, держи, ага. Говорю сразу, это не значит, что я выпущу вас из поезда. Но ответить на вопросы могу. Что ты хочешь узнать, Лолошка? То есть мы уже на «ты»? Конечно, ведь мы пожали конечности. Позвольте представиться. Психопомп, передний кондуктор Синклита. Подожди, передний кондуктор? Именно. Мой коллега Харон, тоже Ноктир, является задним кондуктором. Он работает в последнем вагоне. Мы сопровождаем сотрудников в последний путь, в зависимости от того, какой из вагонов ближе к станции. Могут ли сотрудники вернуться в поезд? Зачем? Ну как это? Допустим, кто-то решит вернуться с отдыха и... Какие интересные вопросы! Не будь я простым кондуктором, подумал бы, что ты не просто так интересуешься.
Господин Психопомп, а директор Синклита как? Он что, тоже не может вернуться? Что ты еще хочешь узнать, Лолошка? А ты его игнорируешь? Эй, но я тоже задал вопросы. Агент Малецкий, ваше счастье, что вы до сих пор не получили уведомление о вашей остановке. Вам нельзя здесь находиться. Да, ладно, я понял. Итак, я понимаю, что ты задумал, Лолошка, и я могу сказать лишь две вещи. У работников станции возникнут вопросы. Ровно через 5 километров и 315 метров меня здесь не будет. Держи. Ты решил помочь. Одноразовый телепорт. Запомни, ваш риск не моя забота. Я ничего об этом не знаю и... Если мы пересечемся, я доложу Луизе. И в таком случае провожать вас с поезда буду уже в другой обстановке. Вам все понятно? Да. Да, нам все понятно. Телепортатор рассчитан на несколько существ. А теперь прошу, покиньте локомотив. Спасибо, Психопомп. Благодарю, Лолошка. Это честь для меня. Эй, Лолошка, давай в спальный вагон. Да. Эй, а как же утки? Это, блин, было просто унизительно. Какой-то там кондуктор будет меня еще затыкать, а? Да кто он вообще такой? И ты, блин, Ло, тоже кто ты такой, а? Как тебе это с каждым разом удается? Ты, как эти, карбонары, во! Со всеми подружиться можешь с полпинка. Стой, подожди, кто? Карбонары? Да, я там в одном мире читал про пушистых зверей, которые живут в содружестве со всеми представителями местной фауны. Как-то вот так вот они называются. А, да, забавно. Но подожди, Каспар, это же все не важно. Мы получили легальный шанс выйти. Ну, это да. Но нам же нужно выйти так, чтобы наше отсутствие не заметили. А как нам не потерять счет километров там, где нет километров? О. Ну, да, ты прав. Но что-то не дает мне покоя. О чем ты? Что? Ну, мы, например, даже не совсем в курсе, как измеряется дистанция для синклитовцев. Поезд-то длинный, как мы выяснили. Это да. И получается, таким образом, для сотрудников в голове поезда может пройти куда больше километров, чем для сотрудников в хвосте. Нет? Ох, блин. Я вообще в этом ничего не понимаю. Может, я не знаю, ученых спросишь? Ну ладно. Ой, и знаешь, вообще надо это все Лае рассказать. Я пойду поищу ее, хотя она ни на одно из сообщений не ответила. Заданий на нее не было распределено. Понял, Каспар. Давай тогда так. Попробуй выяснить про дистанцию и что-то придумать. Мы не можем упустить такой шанс. Ты прав. Задание «Путевка на воды» обновлено. Давай, удачи. Так, пипец! Ноктир во главе кондукторства! Это пипец! Это реально вообще не то, чего я ожидал. Так, вот, путевка на воды. Ой. Найти способ втереться в доверие к технику. Бляха-муха! Ну ладно, в пансионат мы в любом случае пробрались. Блин, я просто теперь думаю, что вот из-за этого у нас будет что-то не очень. В плане там концовки, какой-то арки и так далее. Попасть в пансионат Синклита, это еще не сделано. Узнать, как измеряется дистанция в поезде. Обалдеть. Решение пришло оттуда, откуда я даже не ожидал его. Кондуктор оказался Ноктиром. И чудом кровь его сородича дала нам шанс попасть в пансионат. Осталось самое сложное. Опять же, попасть туда. Так, подожди. Сколько он там сказал? Я могу сказать две вещи. У работников станции возникнут вопросы. Через 5 километров и 315 метров меня не будет. То есть, получается, он отойдет от проходной. Понятненько. Что мне этот, кстати, психопомп дал? Автономное устройство организации для пространственно-временной телепортации. Локомотив. Окей. А еще напомню, узнать, как измеряется дистанция в поезде. Нам тут дали подсказку про ученых, поэтому общая лаборатория. Погнали. По-моему, это там, где надо, и... Да, это вот здесь. Мне нужен, скорее всего, Олли. Да. Читаемо. Привет. Что? О, привет, Лолошка. Очень рад тебя видеть. Поздравляю с повышением.
Хоть Или это потом. с опозданием поздравляю. Спасибо, Олли. Ты что-то хотел? Просто не часто к нам штурмовики-то заглядывают. Да, Олли, слушай, я хотел узнать про то, как... Оли, срочно! В 10-й лаборатории пожар! Да что ж такое-то? Лолошка, прости, в следующий раз. Ага. Вот тебе и узнал. Может быть, у кого-то еще спросить? А я... О, нет, я знаю, кого спросить. По-моему, где-то вот здесь Патриша должна сидеть. О, привет. Так, Патриша, сейчас. Вот я видел, только что была интеракция. Поговорить? О, это ты! Привет! Я вот сегодня почти без бумажной работы. А ты какими судьбами здесь? Привет, Патриша. Я вот хотел узнать у кого-то умного интересующую меня вещь. Ну ты по адресу. Выкладывай. Как измеряется расстояние в Синклите? Где начинается точка отсчета? О-хо-хо! Поверить не могу! Хоть кто-то это спросил! Это моя любимая тема! Тебе в подробностях или короче? Так, давай, чтобы я просто понял. Я ж все-таки не ученый. Ладно, тогда смотри. Поезд очень длинный, поэтому для существ на разных концах разные дистанции и, соответственно, разные маркеры. Технически это небольшая проблема, потому что пока существо в Синклите, они движутся, и это как бы окей. Проблемы начинаются тогда, когда кто-то возвращается из миров в свой вагон. Именно тогда высок риск встретиться с собой на той же дистанции. И это очень-очень плохо может кончиться. А еще быстрые существа могут создать настоящий парадокс. Парадокс, если будут перемещаться из одного конца поезда в другой достаточно быстро, чтобы технически оставаться на месте. Но для этого придумали двери и доступы. Так что вот как-то так. Но остались штурмовики, которые являются главной проблемой. Именно поэтому изящное решение проблемы было создано в виде центрального вагона. Того самого телепортационно-распределительного вагона штурмовиков. Вот почему он прямо посередине. Это очень умно придумано. Это... Не, ну, без шуток. Ну, кто будет спорить с тем, что это реально круто продумано? Так, еще раз, давай. Этот центральный вагон является точкой отсчета дистанции, и расхождение в метрах-сантиметрах в нем ощущается особенно хорошо. Это позволяет избежать парадоксов, всяких несчастных случаев и прочих неприятностей. Обалдеть. Патриша, это было очень интересно. Правда? Конечно. Удивительно. Ты даже не заснул. Да, слушай, а можно еще вопрос? Да хоть 100, ложка. Вот скажи, если, скажем, чисто гипотетически, если существо из головы поезда выйдет наружу, а затем войдет в хвост, какая дистанция пройдет для этого существа? Так, сейчас... Да, это интересно. Получается, никакая. Ну, если мои расчеты правильные. А они, если что, точно правильные. Это моя любимая тема. О, бинго! Патриша, большое спасибо. Было очень приятно поболтать. Я узнал, что хотел. Ого, ложка, это мне было приятно. Спасибо, что зашел. Мой километр стал куда счастливее. О, ей прям нравится об этом говорить. Патриша, ты... Сейчас, погоди. Муа! Муа! Лучше! Сразу проверка. Да, узнать, как измеряется дистанция в поезде. Молодцы. Сообщение Кац Промалецкий, тема «Кушать». Эй, Ло, заходи на кухню. Тут фирменное блюдо от шефа. Это ты меня так зовешь куда-то? Поболтать? Сейчас вагон-стационар, вагон-столовая. Погнали! Ну-ка. Фирменное блюдо. Малецкий, ты где? Заходи на на кухню. Все, я понял. Заходим. И что же там будет? Получается, с Дерек, наверное, Лая. Ну вот все это и было. Лай нет. Опа! А вот и наш карбюратор. Чего? Да, я с Дереку рассказал все, как ты со всеми дружишься и все такое. И он, оказывается, тоже знает про этих животных. Говорит, они правильно называются карбюраторы. Да... Вы что, дебилы, что ли? Капибары! Это капибары, я уже понял! Да, понял. О, иди сюда, ложка, давно не виделись. Малецкий рассказал о вашем плане. Это очень круто. Только, а как вы собираетесь вернуться на той же дистанции? О, вот это как раз я сейчас и расскажу. Я все узнал.
У меня есть идея, и это точно сработает. То есть мы, получается, зайдем с другого входа, с заднего. И таким образом мы можем выйти в голове, а зайти обратно в хвосте. И будто бы никуда не уходили. Обалдеть, это же гениально! Как я сам до этого не догадался. Ай, это же все было на поверхности. Вот прям так на поверхности? Ладно, Лолошка, отлично. Это все объясняет. Сейчас. Я себе тут, кстати, одометр выставил, когда нашего кондуктора не будет на месте. Знаете, я, наверное, с вами все-таки не пойду, Малецкий. Мне очень страшно остаться снаружи. Вы же вернетесь, правда? Да, конечно, вернемся, чё ты? Мы не такое проходили сло, да? Да, конечно, Каспар, я не сомневаюсь. О, друзья, спасибо большое. Я боялся, что вы будете осуждать меня. Да не, все окей, Сдерик. Эй, кстати, а ты Лаю ты не нашел, Малецкий? Ну, я обошел все привычные... ну понятно. Ну, привет, подрывная группа. Малецкий, а меня позвать не соизволили с собой, да? Типа, отвязалась я второй раз для галочки, правда? Нет, Лая, мы тебя везде искали. Ну, везде, кроме моей койки. Чё? Ну я вообще-то заходил. И сообщение тебе несколько написал. А куда ты писал-то, босс? Сейчас. Так. Погоди, точно. У тебя же теперь новый адрес. Ладно, расскажите хотя бы, что выяснили. И они рассказали. Офигеть, это очень такая насыщенная серия. Прям очень-очень насыщенная. Ну понятно. Видимо, я вам особо и не нужна была. Удачи. Спасибо, что хоть поделились, Малецкие. Эй, Лая, да хватит, ну подожди. Давай поговорим и... Нет, я не хочу с тобой говорить, Лолошка. Да уж. Да. Знаете, это ужасно, когда друзья ссорятся, а ты ничего с этим не можешь сделать. Это полный отстой. Мне, знаете, это готовить надо, друзья. Уж простите. Желаю вам успехов в нашем нелегком деле. Не, ну Да Лая, блин, конечно... чё ж такое-то, а? Лолошка, мне не нравится, что у Лаи уже столько метров не проходят по бочке. Я пойду, наверное, поговорю с ней. Напишу тебе, как отправимся. Будь готов. Смотри, не выкинь чего-нибудь за эти метры. Ладно, хорошо. Слушай, передай Лае, что мне очень жаль, что так вышло. Пожалуйста. Да, пока. Вот так. Ну, слушайте, Лая на самом деле с этими побочками это, конечно, та еще руина. Прям жесткая руина. На всякий случай привет, Сдерик, поговорим? Не поговорим, да? Тут рис взять не могу. Ну ладно, пока. Хотя погоди-ка, а тут может быть уточка какая-нибудь есть, не? О! Да, я знал. Сюда. Найден коллекционный предмет 28 из 100. Утка-тортик. Хе-хе-хе. Сюда. Ладно, теперь выходим. И получается, могу ли я попросить еще еды? Не могу. До свидания, Алан. Очень много событий, очень много годноты в этой серии, но самое главное, что у нас есть очень продуманный план. И мы этим планом воспользуемся. Получается, нам нужно выйти из пансионата, в смысле, из поезда, и дойти до пансионата. И самое главное, нам надо понять, легенды врут или нет. Про рай, про ад, ну, короче, то, что мы читали. Задобрить Ноктира кровью Ноктира. Но меня в этой истории еще смущает Луиза Десаль. Точнее, не то чтобы смущает, просто настораживает. Она буквально узнала, что мы подрубили свою детективность. Она видела нас, она подмигнула нам. Фух, ладно, смотрим, что будет дальше. Ребят, не забудьте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ваша поддержка — это лучшая мотивация. На самом деле, мотивация в наших кругах, в наших работах — это, правда, самое мощное оружие, когда мы пишем и создаем то, что вы смотрите. Поэтому, если вы в нас верите, хотите как-то поддержать эмоционально, практично и так далее, то не забудьте про лайк и подписку. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Ноктир, Прощание, Пансионат и много-много информации. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.